Эта собака оказалась в шокирующем одиночестве в приюте после того, как другие животные были усыновлены, но то, что произошло дальше, стало настоящим сюрпризом, который заставит вас плакать. Как такое возможно? Ошеломленный голос Кейли, менеджера по коммуникациям и ежегодным пожертвованиям, эхом разнесся по опустевшим залам приюта для животных Wayside Waves в Канзас-Сити, штат Миссури. Она оглядела ряды пустующих питомников, резко контрастировавших с оживленной деятельностью, царившей всего несколько часов назад. Несколько минут назад ее команда была вне себя от восторга, празднуя оглушительный успех мероприятия, организованного под хэштегом #AdoptionKC. Но вот она стоит, потрясенная до глубины души, и смотрит, как Тоби, маленький очаровательный питбуль-терьер, сидит один в своей маленькой комнате, а его друзья-животные давно усыновлены. «Почему Тоби все еще здесь?» – спросила она, обводя недоверчивым взглядом такие же ошеломленные лица, окружавшие ее. Неужели его никто не усыновил? В зале воцарилась тишина, ее коллеги обменялись недоуменными взглядами, проверяя свои записи на предмет путаницы. «Боюсь, что нет», — наконец прошептал кто-то, в голосе которого звучали жалость и разочарование. Мысли Кейли путались. Она просмотрела видеозапись мероприятия, задаваясь вопросом, не пропустили ли они что-нибудь. После нескольких минут изучения данных она вздохнула, получив подтверждение. Маленький Тоби так и не обрел свой вечный дом. Пес встретился с ней взглядом и взволнованно завилял хвостом, не подозревая о своем явном одиночестве в приюте для животных. Они взяли его к себе, оказали ветеринарную помощь и подготовили к встрече с любящей семьей. К счастью, этот шанс представился примерно через 2 месяца после его спасения. Тоби был усыновлен. Маленький песик наконец-то обрел свою первую связь с человеком и с нетерпением ждал следующей главы, которую ознаменовали новые перемены. К сожалению, эта мечта была недолгой, когда 3 месяца спустя его снова бросили. Как и прежде, Тоби оказался в Луизианском центре защиты животных, снова столкнувшись с неопределенностью. После этого печального события он провел 4 долгих месяца в ожидании новой жизни, его дух был непоколебим, несмотря на неудачи. Но со временем стало очевидно, что Тоби не место ни в одной семье Луизианы. И не только это, но и то, что маленькому щенку вообще не было места в Луизиане. С каждым днем число брошенных и спасенных питомцев росло, и SPCA вскоре стало переполненным. Пространство внутри организации резко сократилось, пока даже небольшая щелчка в углу не стала казаться достаточно большой конурой. Согласно правилам приюта, одна семья должна была усыновить одно животное за небольшую плату в $35. И в итоге 203 питомца обрели свой вечный дом. Как обнаружила Кейли, все, кроме Тоби. Даже самые дикие кошки и собаки ушли из приюта для животных к новым хозяевам. Так почему же на эту милую собаку не обратили внимания? «Мы должны что-то с этим сделать», проинструктировала Кейли твердым и решительным голосом, не допускающим вопросов. Перед окончанием рабочего дня сотрудники приюта для животных оказали Тоби невообразимую помощь. Они осыпали его подарками, лакомствами и косточками, следя за тем, чтобы он продолжал восторженно вилять хвостом, а его глаза не переставали сиять. Кейли наблюдала, как Тоби наслаждался всеобщим вниманием, по-прежнему не замечая того факта, что на него не обращали внимания во время усыновления питомца. Или, возможно, он знал, но был слишком спокоен, чтобы обращать на это внимание. Заразительная улыбка Тоби и его игривые выходки покоряли сердца всех, кого он встречал. Он был сгустком энергии, символом стойкости. Все оборачивались, когда он с важным видом прогуливался по парку или тявкал, играя в мяч. Каждый раз, когда Кейли становилась свидетельницей этого,
она вспоминала, как таинственно он оставался непризнанным. Это не давало ей покоя, и она изо всех сил старалась, чтобы Тоби чувствовал себя с ними как дома, прежде чем он доберется до дома своей мечты. На следующий день молодая женщина устроила для Тоби специальный пикник. Вместе со своей командой Тоби наслаждался поздним завтраком для собак и большой вкусной косточкой. Кроме того, он получил новый ошейник, который с гордостью продемонстрировал на фотографиях, сделанных в тот день. И веселье было далеко не окончено. Через 2 дня после завтрака волонтер по имени Рэйчел взяла его с собой на спонтанную экскурсию. Изначально Рэйчел собиралась навестить питомцев в Уэйсайде и поиграть с ними, но наткнулась на Тоби, и ее сразу же охватило желание отправиться с ним в путешествие по городу. Они прогулялись по парку, посетили близлежащее озеро и даже заглянули в местный зоомагазин. Куда бы они ни пошли, харизма Тоби проявлялась повсюду. Он заводил дружбу со всеми, где бы ни был, и беззаботно расхаживал повсюду. «Этот парень – настоящая светская львица», – воскликнула Рэйчел, делая снимки, чтобы поделиться с Кейли. Когда солнце начало опускаться за горизонт, Рэйчел и Тоби завершили свою экскурсию сладким угощением – мороженым. Глаза Тоби сияли, когда он облизывал свой рожок. Его радость была заразительной. Кейли улыбнулась, когда Рэйчел поделилась с ней самыми яркими событиями этого дня, и на ее лице отразились удивление и восторг. К сожалению, это было все, что она могла сделать для маленького Тоби. Будучи студенткой колледжа, испытывающей трудности, Рэйчел понимала, что завести домашнее животное – это слишком тяжелое бремя для нее. Грустная и разочарованная, она попрощалась с Тоби на весь вечер, ее руки ласкали его морду дольше, чем это было необходимо, и она изо всех сил пыталась отпустить его. Эта душераздирающая сцена придала решимости Кейли. Ей нужно было как можно скорее найти Тоби приют навсегда. Поэтому на следующий день она собрала команду из 2 человек, в которую вошли она сама, Тина и Нейтан, опытный специалист по социальным сетям, чтобы помочь с усыновлением Тоби. Вместе они ломали голову над тем, как креативно представить Тоби и заставить его засиять в глазах СМИ. После нескольких минут обсуждения они решили создать неотразимый профиль для маленького щенка на своей странице в Facebook. За несколько часов Нейтан создал увлекательный профиль, который отразил суть Тоби. Он начал с простого введения и немного рассказал о своем душераздирающем прошлом, чтобы привлечь внимание и завоевать популярность уже через минуту после прочтения. Во вступлении говорилось: «Познакомьтесь, Тоби, я красивый 2-летний мальчик весом в 47 фунтов, полный энергии, с великолепным характером. Я пришел в Wayside Waves по переводу из SPCA в Луизиане, когда у них не хватало места. Я готов ко всему, поэтому был рад переехать на Средний Запад». В следующем выпуске Тина отметила, что важно подчеркнуть его уникальные качества. С помощью этого абзаца они надеются рассказать пользователям сети о его способности быть служебной собакой, когда это необходимо. «Никто не может устоять перед очарованием служебных собак, верно?» – спросила Тина под одобрительные смешки. Итак, Нейтан написал продолжение, вложив магию и любовь в каждое слово. «Я уверенная в себе, спортивная и умею очень хорошо разбираться в людях. Мне нравится парк Аджилити. Я чувствую себя счастливым, выполняя упражнения, и получаю от этого массу удовольствия. Я также присоединился к программе Wayside Runners, где я участвую в программе Green List. Я сосредоточен, поддерживаю хороший темп и в целом являюсь отличным партнером по бегу». После этого Кейли подытожила весь свой профиль, добавив, что Тоби очарователен как личность. Она написала: «Я также любвеобильная собака, которой нравится ваше внимание. Я люблю, когда мне гладят живот, и мне нравится сворачиваться калачиком рядом с вами и обниматься. Мне нравится играть с игрушками, и я могу развлечь себя ими, если вы заняты другими делами. Я стану для вас замечательным компаньоном.
Если вы активная семья и ищете верного друга, я тот, кто вам нужен». Усыновление Тоби было не за горами. По крайней мере, так они думали. Прошло время, а ничего особенного не произошло. Никто не пришел удочерять Тоби. Первоначальное волнение улеглось по мере того, как внимание к его профилю уменьшилось. Все публикации, лайки и комментарии, которые когда-то обрушивались на Тоби подобно цунами, постепенно сошли на нет. То же самое было во всех их аккаунтах в социальных сетях. Несколько комментариев, которые они получили, были от доброжелателей, которые надеялись, что Тоби встретит людей, которые с радостью примут его. Никто не выразил ни малейшего желания усыновить его. Усыновители не пришли, и никаких заявлений подано не было. Тоби остался один. Тишина в приюте для животных была оглушительной, восторг команды угас, сменившись чувством поражения и растерянности. Лицо Кейли вытянулось, когда она посмотрела на профиль Тоби, теперь застывший и забытый. Как такое могло случиться? Она недоумевала. Мы все сделали правильно. Его история, его фотографии – все было идеально. Нейтан вздохнул. Может быть, это просто неудачное время. Кейли хотела еще раз созвать команду, но момент был упущен. В то же время они столкнулись с еще одной проблемой. Когда Кейли посетила питомник Тоби, она заметила изменения в его обычном поведении. Тоби свернулся калачиком в углу своего питомника, его глаза были более тусклыми, чем обычно. Он слабо постукивал хвостом, как бы говоря ей, что он в курсе последних событий. Сердце Кейли сжалось от боли. Она опустилась на колени рядом с Тоби, с любовью поглаживая его густую коричневую шерстку. На глаза у нее навернулись слезы. Она никогда раньше не видела Тоби таким убитым горем, даже после того, как он пережил такое тяжелое прошлое. Его печальный вид что-то пробудил в ней, и она поймала себя на том, что придумывает план, как вызвать на его лице улыбку, которая, как она и не подозревала, способна затронуть сердечные струны. На следующий день Нейтан повел Тоби в парк, где тот поиграл с маленькими детьми. Звуки их оживленной болтовни и смеха оживили собаку. Через несколько минут он вернулся к жизни и, осторожно виляя хвостом, бегал по полю со своими новыми друзьями. К сожалению, через 2 часа веселье сошло на нет. Дети разошлись, оставив Тоби одного. Нейтан наблюдал, как 2-летний пес превратился из сгустка энергии в тень его самого в ту же минуту, как он вошел в приют. Казалось, что привычная обстановка приюта преследовала его каждый день. В 4 стенах здания ему не на что было надеяться. Но Тоби и не подозревал, что на этот раз все было по-другому. Внутри его ждал сюрприз. Когда они шли по коридору к своей обычной комнате, Тоби остановился у входа, нерешительно виляя хвостом. Помещение изменилось с того момента, как он покинул его утром. Тоби и не подозревал, что Кейли и ее команда превратили его в игровую гавань Тоби, наполненную игрушками, туннелями и удобными подушками. Тоби осторожно исследовал пространство. Пока он обнюхивал все вокруг, команда зажгла разноцветные лампочки, которые они установили, сигнализируя о начале небольшой вечеринки-сюрприза, которую организовал Кейли. Когда разноцветные лампочки осветили комнату, а восторженные возгласы и аплодисменты команды наполнили воздух, Тоби застыл на месте, его хвост дрожал. Взгляд Тоби скользнул по лицам Кейли и остальных членов команды, и на мгновение время остановилось. Он заскулил, уткнувшись мордочкой в пол, словно переполненный излиянием любви. Команда наблюдала за происходящим со слезами на глазах. Кейли быстро обнял пса, а команда окружила его, по очереди поглаживая его коричневую шерстку. В духе своей обычной заботы они устроили эту маленькую вечеринку. Несмотря на то, что это немного ударило по бюджету приюта, они решили, что деньги потрачены не зря. Благодаря этому маленькому трюку они смогли напомнить Тоби, что, несмотря на то, что его не выбрали снаружи, его все равно видели, слышали и окружали любовью внутри. Остаток дня Тоби играл,
бегал и прыгал, на мгновение забыв о своем горе. Вечеринка предложила передышку, но это была лишь временная мера. Кейли намеревалась использовать ее, чтобы укрепить сломленный дух Тоби. Как только их план сработает, а так оно и было, они продолжат поиски его новой семьи. Кейли и не подозревала, что поворотный момент близок, и ей не придется и пальцем шевелить. То, что произойдет дальше, заставит вас плакать. Уже на следующий день мечта Тоби осуществилась. В центр пришла женщина лет 40 с небольшим, преисполненное желание забрать Тоби домой. Она наткнулась на его профиль в Facebook, и ей пришлось проехать пару миль до Уэйсайда, чтобы познакомиться с этим маленьким комочком радости. Как только она увидела Тоби, она поняла, что нашла своего нового спутника. В воздухе витало страстное желание и близость. Наблюдая за этой сценой, Кейли и консультанты по усыновлению убедились, что этот союз, несомненно, был потрясающим. Они сразу же начали оформлять все официально. Команда рассказала новой маме Тоби о его очаровательных качествах, а также о психических и физических потребностях. После подписания необходимых документов Тоби смог отправиться в свой новый дом. Прощание сопровождалось бурными слезами и объятиями. Кейли особенно прослезилась в конце процедуры. Она долго смотрела на Тоби, и между ними возникло чувство взаимопонимания. Тоби просмотрел знакомые лица, которые заботились о нем все эти месяцы. Он постоял еще минуту, прежде чем последовать за своей новоиспеченной мамой и навсегда уйти из их жизни. Кейли размышляла о последних нескольких месяцах. Она гордилась их достижениями и их уникальной связью с животными, которых они взяли под свое крыло. Некоторым из этих животных не была дарована любящая забота, но она твердо верила, что ее команда всегда будет той семьей, которую они изо всех сил будут пытаться забыть. Она надеялась на лучшее будущее для Тоби, и из последующих постов, которыми его мама поделилась в интернете после его усыновления, она точно знала, что ее желание сбылось. Он обрел свой вечный дом. Какая захватывающая история о любви и стойкости. Что бы вы сделали для маленького Тоби, если бы нашли его одного в приюте для животных?